Семья завела маленького британского щенка. Серенький комочек счастья долго привыкал к дому и его обитателям. Никто его не обижал, кормили его хорошо и ласково гладили. Щенок начал оттаивать и даже подружился с другими, более взрослыми собаками. Счастливый зверек очень полюбил своих хозяев, но дальше произошло немыслимое. Ничего не предвещало беды. В этот день к ним пришла женщина с маленьким ребенком в коляске. Он ничего не говорил, только громко плакал, щенок не мог понять, что это. Когда ребенка оставили недалеко от себя и заговорились, щенок залез в коляску посмотреть, что же там такое и почему на него обращают столько внимания. Щенок смотрел на ребенка и решил понюхать, познакомиться с ним. Но ребенок закричал, испугавшись неизвестного существа. Щенок тут же вылетел из коляски. На крики ребенка прибежали женщины. Зверек смотрел из-за угла, все еще ничего не понимая. Мама ребенка начала кричать на него. Потом подключилась и хозяйка. Так на него еще не кричали. Он же ничего не сделал, за что с ним так? Щенка прогнали в холодный погреб, заперли, и до утра он просидел там. Мать ребенка посоветовала отдать пса, так как у них тоже будет ребенок, а животные только переносят грязь, и неизвестно, что им придет в голову. Хозяйка задумалась и, послушав подругу, тут же позвонила знакомым, чтобы забрали щенка. Утром он проснулся от скрипа двери, женщина взяла его на руки. Он подумал, что его сейчас покормят и приласкают, но вместо этого его засунули в переноску и понесли на улицу. Он кричал и плакал в чужой машине. Какой-то грубый голос кричал, повелевая заткнуться. Вскоре машина остановилась. Перед ним был другой дом. Там громко и страшно лаяли собаки. Встречать его вышла девушка и, посмотрев на него, недовольно фыркнула. Получше можно было найти и удалилась в дом. Щенка вывалили из переноски, он плакал и искал, куда спрятаться. Мужчина, который его привез, взял животное за шкирку, брезгливо посмотрел на мордочку и все-таки занес в дом. Щенок опасливо прятался по дому, что не понравилось новым хозяевам. Им хотелось посмотреть, как он играет, иначе зачем он им? Уже ближе к ночи хозяин пошел на улицу отпускать с цепи собак, чтобы те гуляли вокруг дома. Щенок в это время прятался под тумбой у входной двери и вместе с человеком незаметно выбежал во двор. Не придав значения отсутствию зверька, хозяин спустил собак и зашел в дом. Щенок прыгал под дверью и кидался на ручку, но никто не выходил. Он был слишком мал, и его попросту не слышали, но собаки точно унюхали его запах. Заметив огромную собаку, стоящую совсем рядом, малыш замер. Он вспушился и зарычал, в надежде напугать противника. И вправду собака остановилась, и щенок кинулся со всех ног, куда глаза глядят. Громкий лай раздавался по округе, за ним неслась уже не одна, а две собаки. Вскарабкаться было некуда, поэтому он кружил по двору. На шум выбежал разъяренный хозяин, его крик не смог остановить собак, но отвлек щенка, и одна из собак схватила его. На этот шум вышла и женщина. Вытащив бедное животное из пасти собаки, они его осмотрели, и мужчина сказал жене, что он не жилец, а ей было мерзко от картинки, и она пошла в дом. Тогда хозяин принял решение, что надо оставить умирать его где-нибудь в другом месте. Щенок жалобно скулил, ему было нестерпимо больно. Он ждал, что ему помогут, но вместо этого хозяин выкинул его в ближайшем парке. Было очень холодно, но щенок этого не чувствовал, ему было слишком больно. Он не мог подняться, и теперь ему оставалось только умирать на холодной земле. Молодой мужчина по имени Илья утром проходил через парк, торопясь на работу. Он особо не приглядывался, но увидел под одним из деревьев серое пятно и решил посмотреть поближе. Каково было его удивление и страх, когда он увидел маленькое беззащитное тельце с уже замерзшей кровью. Щенок с трудом дышал,
Конечности не двигались, но он учуял запах человека. Мужчина видел, что щенок, скорее всего, умрет, но он не смог пройти мимо. Илья тут же назвал малыша Дымок и поспешил с ним домой. Там его встретила жена с дочкой. Они стали постепенно его отогревать и промывать раны. Малыш поначалу испытывал проблемы с тем, чтобы питаться из бутылочки, но воли к жизни ему было не отнять. Он изо всех сил цеплялся за соску. Поблизости ветеринарных клиник не было, а в самой ближайшей могли принять только через 2 дня. Щенок ощущал тепло не только телесно, но и эмоционально. От этих людей веяло добром и лаской. От него не отходили, дежурили, со слезами на глазах смотрели на него и боялись увидеть, как он заснет и не проснется. В таких трепетных переживаниях прошло 2 дня, его повезли в больницу. Все очень боялись, как он перенесет поездку, но Дымок даже не пищал, лишь тихо скулил. Наконец они приехали. Врачу кратко рассказали историю и показали щенка. Сердце доктора сжалось, он каждый день видит больных животных, но эта история и вид животного не могли не отозваться болью в его сердце. Он понес его на диагностику, аккуратно осматривая раны. Врач удивлялся все больше тому, что этот малыш все еще жив и может бороться со смертью. Он обнаружил у щенка простуду, был задет нерв, рваные раны, но органы не повреждены, в основном мышцы и связки. Его нужно было собирать заново, это дорогостоящее и негарантированное лечение. Хозяева это понимали и решили приложить все усилия для спасения их Дымочка. Щенка перевезли в более высококлассную клинику, где ему провели несколько операций, восстановили мышцы и зашили раны. Теперь оставалось долечевать и наблюдать. Первое время казалось, что все напрасно. Лишь щенок начал ощущать возвращающуюся в нем жизнь. Вскоре он смог всех порадовать, начал охотнее кушать, глазки заблестели, и раны заметно затягивались. Дымок был счастлив и теперь боялся только одного — не бросит ли его, останется ли он со своими спасителями. Илья со своей семьей решил, что они никогда не расстанутся. Сейчас Дымок счастливо живет у своих новых хозяев, которых любит всем сердцем. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.